Да, хотелось бы предстать в образе альфа-самца, который покоряет любую женскую вершину. Что я несу? Вершину. Что это? Который покоряет любую женскую вершину, а также низину и другие ложбинки. Но это не так. Везет мне крайне редко, особенно в последнее время. И даже когда везет, все это остается за кадром, потому что так устроен YouTube. К сожалению, все не показать. Хотя, когда я исполняю за кадром, мне кажется, что я там прям настоящий тот самый альфа-центавра и альфа-самец. Посмотрим, что мне улыбнется на этот раз. А мне хочется, чтобы мне улыбалось прям постоянно. Но, как говорится, даже солнышко на ночь ложиться спать и отдыхать. Значит, и нам тоже нужно. Значит, мне Вселенная просто дает возможность передохнуть, отдышаться, набраться сил и с новой порцией заряда любви и энергии обратить свой взор на новую прекрасную знакомку-незнакомку. Посмотрим на этот раз, что будет, как будет и куда мне будет. А то очень мне не хватает нашальника. Смотрим. Вот моя красавица. Привет! Привет! Каждый раз, когда я смотрю на кудрявых людей, я вспоминаю, что моя мама очень хотела кудрявого мальчика. Да, но что-то пошло не так. Да, я завивался на бигуди, чтобы радовать маму. Я шучу, не было такого. Нет, я сразу сказал: мать, я не буду кудрявым. Не получится, извини. к сожалению. Да, вот она говорит: ну и уходи из дома. Вот я ушел из дома. Да, ну вот так и получилось. Я рад, что ты пришла. Спасибо. Я очень рада встретиться. Ты очень похожа на одну из моих первых девушек. У меня такой флешбэк прямо, что я как твою фотку увидел в анкете, я прям понял, что ты уже, какая бы ты ни была заочно, ты всегда будешь особенно всплывать у меня в голове, потому что были вот такие вот детские нельзя назвать, юношеские, можно сказать. Тогда я ощущал себя уже вполне взрослым мужчиной эмоции. Да. Почему расстались? А почему расстались? 20 лет назад? 20 лет назад, да. 20 лет назад. Почему расстались? Ну, типа, я был молод, мне нужны были деньги. Нет. Думаю, просто я был молод. А когда мужчина молодой, он при отсутствии опыта, он ведет себя, ну, по крайней мере, я как человек эмоциональный вел себя, ну, мягко говоря, не очень. Да? То есть есть в этом и положительные стороны, что со мной не скучно, что я такой весь активный, но есть и неположительные стороны, которые для формирования, зачем я все это тебе рассказываю, не знаю. Давай не будем про это. Расскажи мне лучше про себя. Да что про себя, блин? Ну, расскажи, что ты вообще, вот мне всегда интересно. Ладно, я, да, некрасивый мужчина, что я делаю на сайтах знакомств, все понятно. Но ты красивая женщина, что ты делаешь для начала здесь у меня? Не знаю, мне очень понравилась твоя анкета. Спасибо, я ее украсил цветочками, листочками, бисером вот этим, да, фенечками. Просто как ты выглядишь, очень понравилось, что такой статный мужчина. Надо было в костюме прийти, ну ладно. Возможно. Но вообще просто очень нравится отдыхать. На самом деле очень много работаю тоже сейчас. Хочется как-то развеяться. Слушай, ну вот я же объясню, смотри, ведь мужчинам всегда сложнее, они всегда в более проигрышном варианте находятся при начале общения с женщинами, да, при знакомстве, при прочем. То есть, если мужчина подходит к женщине, то есть у него больше вот этих вот, ему нужно преодолеть преград, скажем так, нежели если бы женщина подошла и сказала там: ты мне нравишься, и все, да, ну то есть это как бы, тебе ж проще, зачем сайты знакомств, вот это. Да, я не готова знакомиться просто так много с людьми, да, мне как-то комфортнее все-таки пообщаться сначала, а потом уже вживую встретиться, скорее так. А что от мужчинки-то надо вот?
Ну, если честно... Ну, конечно, честно, да. Я не буду как бы врать. Давай. Мне очень хочется просто пообщаться, прокатиться, возможно, куда-то сходить, Так. обсудить какие-то темы, возможно, общие как раз-таки. Да. Вот, ну, вот просто пообщаться. Блин, что-то как-то... Нет, я понимаю, но пообщаться можно и с подружками, типа, пошли в бар, все-таки мужской пол как-то рядом себя ощущать, хочется, ну, более защищенный, наверное. Вот, хочется, возможно, чтобы со стороны люди смотрели как-то. А у тебя, ну, много отношений вообще было? Ну, на самом деле не так много. Ну, около там 2. Около 2? Да. Понятно. Жень, ну, на самом деле сейчас у меня есть молодой человек. Да. Тогда и у меня вопрос возникает, типа, а чё ты... Ну, типа, не с ним пришла, или а чё ты не... На самом деле, он что ты очень здесь много делаешь? работает, и как бы это ценю, но вот эти завтраки, он постоянно работает, я сижу дома, работаю на фрилансе, никуда не хожу, он меня никуда не водит. Я уже несколько раз его предупреждала, говорила, блин, если так будет продолжаться, то я уже не знаю, что я буду делать. И вот так получается, что я просто общаюсь, вот так развеиваюсь, очень хочется как-то повеселиться, отдохнуть, оторваться по полной просто. Ах, вот оно что! Во-первых, спасибо за честность, я тебе могу сказать. Как бы не хочется врать. Это да. вот факт, просто факт. Да, во-вторых, а что тут может быть во-вторых? Во-вторых, тут ничего не может быть. Ну, я не взываю ни к чьей там... Я вообще ни к чему не взываю. Я просто немножко я завис в этом моменте. Жень, ты же понимаешь, что тебе нужно, что мне нужно уже. Вот я пришла, давай вот просто оторвемся, куда-то сходим в ресторан, возможно, ты знаешь, какой-то очень крутой. Ну вот, грубо говоря, уже как горячий пирожок к тебе пришла. Вот бери и ешь. Да, блин, ну хорошо, давай. Я могу тебе так сказать. Чтобы я не думал обо всей этой ситуации, я очень люблю пирожки. Правда. Это круто. Да? Какие? Именно. А вот какие, я узнаю, когда надломлю пирожок и увижу его начинку. И твою начинку увидеть мне, конечно, тоже же очень хочется. Пристегнешься? Интересненько. Да. Поехали, тогда я отвезу тебя в нереально крутой ресторан. Я тебе могу сказать, просто в нереально крутой ресторан. Я уже в ожидании просто. Да, вот просто в очень крутой ресторан, в котором ты, я тебя уверяю, никогда не была. Блин. Но в котором ты просто обязана побывать, я тебе могу сказать. Вот 100%. Вот просто вот ты заслуживаешь этот ресторан. На самом деле я еще очень проголодалась. Вот. Вообще за это время. Ты очень заслуживаешь именно этот ресторан. Сейчас, секунду. Надеюсь, Мишлен есть. Я в этом не очень разбираюсь, но знаю, что он крутой. Причем ехать недалеко здесь совсем, да. Офигеть. Ну, сейчас доедем. А ты вообще как? Чем занимаешься? Слушай, я занимаюсь тем, что пытаюсь наладить свою тоже личную жизнь. Да? Да. Ищу точки соприкосновений. Mm-hmm. Вот уже у нас, я уже говорю, то есть я посмотрел твою фотку, я прям вот отвечаю, если взять фотографию этой девушки, с которой у меня были отношения, ты сама удивишься, насколько вы похожи. Да? Единственное отличие, единственное отличие, она блондинка, а ты не блондинка. Кудрявые блондинки — это редкость на самом деле. Да, и это был тот прикол как раз, когда
мы шутили, что женщины с прямыми волосами их накручивают, а женщины с да, они выпрямляют, и она выпрямляла себе волосы. У меня был такой момент, но я сейчас как-то преодолела, и это мне очень нравится, что у меня кудрявые волосы, и это как бы меня красит, это моя такая изюминка, я бы сказала. Я согласен с тобой, это тебя красит. Ну, сейчас мы тебя еще украсим супер рестораном. Пирожок с изюмом. Пирожок с изюмом. Интересно звучит. Пирожок с изюмом. Есть, знаешь, такой колобок с изюмом. Колобок с изюмом. Колобок с изюмом. То есть колобок и внутри изюм. Да. Не пробовал. Ну, типа это ежик вообще, я знаю. Нет. Колобок, он из теста, а внутри изюм. Так есть ежик тоже, это булочка такая. А, да? Ежик называется? Ну, там такие еще штучки. Остренькие. И все. Ничего себе. Да. Вот это да. Ну ладно. Ну, то есть ты прям искала девочку на долгосрок. Да, тебе я прям, ой, да. А так общение просто не рассматриваешь? Общение тоже рассматриваю, все рассматриваю. Все полезно, как говорится, что в рот полезло. Ну смотри, мы приехали. Да? Это что? Что? Вот ресторан. Не похоже на ресторан. А на что это похоже? На мусорку какую-то, коробки на помойку. Этот ресторан называется «Помойка». Как раз вот то, что тебе сейчас очень сильно подходит. Я прям тебе могу сказать, что это прям твоя история. Да. Ты что, поесть сегодня вот с этой помойки, а я, пожалуй, пойду поищу девушку, которая все-таки свободная, не в отношениях, потому что, ну, ты знаешь, прямо фу. Что? Ты на что рассчитывал? Я рассчитывал на то, что ты меня соблазняла, пыталась меня, так скажем, увлечь за собой, а при наличии отношений, ну, это такая себе история. Что значит увлечь? Я с тобой просто хотела пообщаться, в ресторан съездить, пообщаться, просто посмотреть на этот прекрасный город. Ну, у меня бы все время за тебя за спиной стоял бы образ твоего парня, который, бедолага, вкалывает, как папа Карло, а ты, понимаешь, ешь в ресторане с каким-то рыжим красавчиком. Вот да, такая господи, история. нет, вообще нет. Да. Да какая? Ты совсем, ты вообще мудак какой-то. Да, я просто согласен. Да. Ты вообще мудак. Только это самое, не наступи на чайки, которые там едят. Ой, ага, спасибо. Давай, пока. Все, иди. Счастливо. Хорошо. Пока-пока. О, блядь! Ну, друзья мои, я, конечно, всеядный, и девочка мне понравилась. Она реально похожа на... Если найду фотку этой девчонки, я обязательно ее выставлю, чтобы вы увидели. Она реально классная, ну, блядь. Друзья мои, знаете, это как в том фильме, когда чувак прыгает на женщине и говорит: на меня смотрит твой кот. Да ладно, я не могу, он на меня смотрит. Я тоже не могу. Ну, во-первых, из солидарности. Во-вторых, ну, маковку, друзья мои. Ну, как так-то? Ну, как вы, женщины, можете так... А вы, мужики, хорош работать постоянно. Видите, что происходит? Недолюбленная женщина – это всегда сложный режимный объект. И она может поступить по-своему. И вы потом будете. Я не оправдываю ее. И, ну, как бы тут общая история, она... Короче, следите за собой, парни. Уделяйте времени своим женщинам. По крайней мере, чуть больше, чем они этого заслуживают. А вы, женщины, ну, ну, как же вы так себя ведете, а? А я молодец, друзья мои. Я завидую сам себе, потому что я удержался, не сорвал этот легкодоступный цветочек и не увел в свою грядку, на свою эту самую. Господи, как слово-то забыл, как называется-то? Ну, помогайте, накидывайте. Здесь ходить нельзя, здесь... Бля, все, поплыл Женек. Так, видимо, хотел, но потом передумал. А ведь мог. Напишите, правильно я поступил или нет. Ну, напишите, дебил я, или все-таки надо было переступить через этого Васю, Петю, Сашу и помочь девчонке скоротать вечерок. Не знаю. Мне кажется, я прав. А вы считайте, как считаете. Молодец я, молодец, удержался. Правда, сегодня опять все сам. Но это уже моя постоянная история. А чё? Как будто никто этим не занимается.
Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши. They'll be calling me royalty.